Всем привет! Это канал Гудзик DIY. Меня зовут Катя. И в сегодняшнем видео покажу, как сделать новогоднего гнома в костюме оленя. И прежде чем приступать, хочу напомнить, что у меня есть страничка в Instagram. Ник вы сейчас видите перед собой на экране. Там я выкладываю не только анонсы своих видео, но также капельку своей личной жизни. Также я выкладываю работы зрителей, сделанных по моим мастер-классам. В общем, если еще не подписаны, обязательно переходите, подписывайтесь, буду вам очень рада. Ну а теперь давайте приступать. Основу делаю из пластиковой бутылки. Мне такая высокая заготовка не нужна, поэтому оставляю только верх и низ. Вовнутрь вклеиваю мелкие камешки, обернутые тканью, для того, чтобы они не гремели. Стык проклеиваю скотчем. Можно также клеить на горячий клей, только следите за его температурой, для того, чтобы не оплавить пластик. Если у вас есть листовой синтепон, то можно обернуть заготовку им. Если нет, то можно заменить его толстой тканью. Я взяла вот такую ткань с пайетками, перебирала гардероб, на подобные кофточки уже давно прошла мода, ну а для гнома будет в самый раз. Мне немного не хватило ткани, поэтому вырез заклею телесным цветом. Оборку буду делать из искусственного меха с мелким ворсом. Подворачиваю срезы вовнутрь, чтобы все выглядело аккуратно. Для головы можно взять пенопластовый шарик, а я решила использовать лампочку. Она как раз подходит сюда по размеру. Приклеиваю ее на место, а стык закрываю бородой из искусственного меха. Чтобы нос получился правильной круглой формы, комочек синтепона сначала приклеиваю на пуговицу и уже потом обтягиваю тканью. Сразу же приклеиваю два металлических колечка, это будут очки. Колпак буду делать из мягкого фетра. Примеряю лист к голове и отрезаю нужный размер. По желанию можно еще приклеить челочку. Колпак сначала приклеиваю только сзади, чтобы при желании можно было набить его синтепоном. Руки делаются также очень просто. Склеиваю прямоугольники и после остывания клея выворачиваю их наружу. А из бежевой ткани формирую ладони, просто обернув кусочек синтепона. Руки набиваю не очень туго и где-то до середины, иначе они будут торчать в стороны и не прилегать к телу.
Верхняя часть гнома готова, можно переходить к нижней. Взяла вот такую выпуклую пластиковую крышку от упаковки и прорезала отверстие для ног. У меня это фломастеры, но можно взять несколько склеенных между собой бамбуковых шпажек. Чтобы зафиксировать их в этом положении, вставляю распорку из картона. Оклеиваю эластичной тканью в несколько слоев, чтобы придать объем. Нужно нанести много клея, ничего страшного, если он выступит наружу. Я просто натягиваю ткань чуть выше, тем самым закрывая место склейки. Штанины будут не просто прямоугольники, они должны быть вот такими слегка расклешенными. Но приклеивать их буду именно широкой частью наверх, так, чтобы ноги сужались к низу. Ремень сделала из темно-коричневого кожзама. И набила ноги синтепоном. Я сверху буду одевать штаны из золотистого капрона. Ну, можно было и сразу делать из нужной ткани, но я посчитала, что так будет смотреться аккуратнее. Точно так же проклеиваю шов и выворачиваю наружу. Ноги сматываю между собой и фиксирую картонной втулкой от фольги. Из картона вырезала подошву, а сами ботинки формирую из пластиковых крышек. Сверху приклеиваю синтепон, чтобы получить округлую форму, и прижимаю его капроном. Сначала я хотела сделать обувь просто коричневой, но потом решила оклеить ее мехом. Так как гном в костюме оленя, нужно сделать ему рожки. Я купила целый набор синильной проволоки и помпонов, подходящей цветовой гамме. Решила, что самая темная проволока будет незаметна на колпаке, а вот такая бежевая хорошо сочетается по цвету с воротником и брюками. Скручиваю рожки между собой, так их будет удобнее клеить. Поверх рожек добавляю декор, также в золотисто-коричневой гамме.
Верхушку колпака украшаю помпоном. К сожалению, он вот такой маленький, но пряжи нужного оттенка, чтобы сделать его самостоятельно, у меня не было. Гном получился довольно высоким, и утяжелителя, который я положила в бутылку, оказалось недостаточно. Поэтому еще ему понадобится дополнительная подставка. Приклеиваю его на картонную крышку и пустоты также заполняю камушками. Оклеиваю белой тканью, как будто гном стоит в сугробе. Глаза рисую объемным контуром для создания жемчужин. Эта краска светится в темноте и в один слой выглядит полупрозрачной. Поэтому мне потребовалось нанести 3 таких слоя с промежуточной просушкой. И после высыхания нарисовала зрачок черным перманентным маркером. Подставку еще решила припорошить искусственным снегом, а чтобы он не осыпался с ткани, пропитала ее клеем ПВА. Ну вот и все, гномик готов, и его я точно оставлю себе, будет жить под моей елочкой. Потому что прошлых гномов я всех раздарила или разыграла, и так получается как сапожник без сапог. Ну что еще сказать, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, жмите на колокольчик, и до встречи в следующем видео.